Однажды, когда Парвиз и Холл сидели в камере и играли в Магны, их разговор был прерван внезапным хлопком двери. Это был визит генерала Веллера, старшего брата Халула. Веллер был впечатляющим человеком, облаченным в военную генеральскую черную форму с большой фуражкой, и он свидетельствовал о силе и дисциплине. Он пришел, чтобы увидеть своего младшего брата и узнать, как он переносит свое жалкое заключение. Эй, Халуль, хочешь я тебе покажу свои новые наработки со сперма? Однако, когда Веллер увидел Парвиза и услышал, как он хвастается своими экспериментами со спермой, его взгляд стал недовольным, а на лице появилось еще большее разочарование. Привет, мой жалкий брат. Честно говоря, я не ожидал, что ты будешь проводить свое видимо дешевое время с такими отбросами общества, которые едят сперму и предлагают ее другим. Халул, ты в жизни так ничего и не добился. Ты отрубил кошке голову, и это все твои достижения в жизни? Не удивлен, что твое место здесь, рядом с кучами дерьма. Халул молчал, глядя в пол с пустотой в лице. Парвиз же не мог такое слышать, и он взбесился. Ей, ублюдок в плаще, забери свои слова обратно. Завали свою харю, отброс. Ты недостоин общаться с кем-то вроде меня. Верни свои слова обратно, или я тебе их засуну в попа. Да, ну попробуй, кусок дерьма. Парвиз взбесился на Веллера и начал драку. О, ты об этом быстро пожалеешь, отброс. Стой, Парвиз, он тебя убьет, это совсем другой уровень. Халул пытался остановить его, но было уже слишком поздно. Парвиз вступил в драку с Веллером, который был намного сильнее и опытнее. Бля, нужно себя усилить стакан сперма. Настал момент показать тебе силу спермы. Что? Силу спермы? Какая нахуй сперма? Ты серьезно думаешь, что сперма поможет тебе стать сильнее? Или ты перед смертью хочешь попробовать свой любимый отвратительный напиток? В этот момент тело Парвиза преобразилось. У него вылезли вены, а мускулы стали прочнее и отчетливо видны. О, неужели что-то интересное? Ну давай, покажи, на что ты способен, жалкий спермоед. Я тебя уничтожу, тварь, верни свои слова обратно, я тебя заставлю извиняться перед Халулом, я сильнее тебя. Парвиз со всей яростью бежал к Веллеру. Веллер же просто самодовольно улыбнулся и задвинул фуражку немного вниз. В это время Халул вспомнил свою молодость и то, как он тренировался с Веллером, но не мог догнать его по силе. Халул понял, что Парвиз был его единственным другом в тюрьме и что он всегда будет на его стороне, пускай даже со стаканом спермы. Битва была жестокая. Парвиз, несомненно, стал намного сильнее, быстрее и выносливее, но Веллер, словно его преимущество, было такое же. Он был быстрее, чем раньше, и бил в несколько раз сильнее, чем обычно. Последний удар Веллера был особенно сильным, примерно 20 раз сильнее обычного, словно 20 10-тонных грузовиков прямо по челюсти. Халул смотрел на это со страхом. Он понимал, что бессилен в данной ситуации. И это все? Я думал, что будет веселее. Хотя, что мне мог сделать какой-то спермоед? Веллер очень круто поправил фуражку и повернулся к ней спиной, развивая плащ. Ну, Халул, удачи гнить в своей обдроченной комнате. Веллер уже ушел, оставив Халула и Парвиза в камере. Парвиз был очень истощен, его тело было избито и поломано. Парвизу требовалось отдохнуть много дней, чтобы восстановиться. Прошло несколько дней, тело Парвиза еще болело, а переломы до сих пор не зажили. Однако они смогли играть в Магну. Но в душе у них было множество мыслей и эмоций. Парвиз был в ярости от поражения и недостатка силы, а Халул был опустошен и разочарован своей беспомощью перед Веллером. Они оба понимали, что им предстоит пройти много испытаний, чтобы стать сильнее и достичь своих целей. Они играли в Магны, была тишина. Осталось 45 месяцев.